Жил-был рыбак. Ходил он каждый день к морю, да ловил рыбу, тем только и добывал себе пропитание. Так уж сложилось, что Бог посылал ему 3 рыбы, не больше и не меньше. Одну для него самого, другую для жены, а третью для сына Хасана. Как-то раз провел рыбак на морском берегу целый день, но так ничего и не выловил. Лишь на исходе дня поймал он, наконец, маленькую рыбешку, отдал ее сыну, а тот понес рыбку домой. И вдруг взмолилась рыбка человечьим голосом: «Пусти меня обратно, о юноша! На что я тебе?» И впрямь, какая польза от одной маленькой рыбки, подумал юноша и бросил ее в море. Увидал это отец, да как закричит: «Ах ты, негодник! Оставил нас без ужина!» Ничего не ответил Хасан, только подумал, что все равно правильно поступил. А на другой день повторилось то же самое, и на третий день тоже. «Убирайся вон!» — не выдержал отец, «чтоб глаза мои тебя не видели!» Взял юноша кусочек хлеба да воды глоточек и отправился, куда глаза глядят. Захотелось ему в полдень перекусить. Только достал он свои скудные запасы, вдруг, откуда ни возьмись, бедный дервиш. «Сынок, — молвил дервиш, — дай мне поесть и напиться». Разломил Хасан свой хлеб пополам и дал дервишу воды. «Куда путь держишь?» — спросил юношу дервиш. «Хожу по странам, подвластным Богу». «Пошли вместе». Долго ли, коротко ли бродили они по белу свету, только однажды достигли они большого города. «Ступай на постоялый двор, — сказал дервиш, — и жди меня там. Я же пойду на базар и куплю чего-нибудь поесть, а на всякий случай дай мне 2 твоих волоса». Дал ему Хасан 2 своих волоса, а сам пошел искать постоялый двор. Вдруг слышит крик: «Прячьтесь по домам, прячьтесь по домам! Царская дочь в баню идет!» Кинулись все в рассыпную, улица опустела. А Хасану деваться некуда. Нет у него своего дома. Стоит он один-одинешенек. Вдруг видит: царская дочь идет в окружении рабынь и невольниц. Онемели у Хасана ноги, шагу ступить не может. Первый раз видит такую красавицу. Грозно взглянула на него принцесса. Как осмелился сей недостойный лицезреть ее? И она приказала страже бросить его в темницу. Тем временем пришел дервиш на постоялый двор, а Хасана там нет. Дождался он ночи, достал 2 волоса и прочитал молитву. В тот же миг явился Хасан, влетел в окно и стал перед дервишем. Поведал ему Хасан про то, что приключилось, а также про девушку-красавицу. А на самом лица нет, одолела его любовь великая. Слушал его дервиш, слушал, а потом и говорит: «Помогу я твоему горю, юноша». Взял он маленькую коробочку, а там волшебная краска для век. Обмакнул кисточку, нанес краску Хасану на веки, начертал магические письмена и сказал: «Ступай к ней». «Как же я пойду?» – удивился Хасан. «Меня стражники схватят». «Теперь ты невидим.
и можешь делать все, что вздумается. Но помни, Бог все видит, не гневи его». И отправился Хасан во дворец, а там у ворот стоят два стражника. Стало Хасану интересно, правду ли говорил дервиш. Подошел он к одному стражнику, да как толкнет его. «Кто тут? Кто тут?» – испуганно вскрикнул стражник. «Значит, я и впрямь невидим», – обрадовался Хасан и тотчас побежал на женскую половину. Царская дочь в это время как раз сидела за трапезой. Подсел Хасан, ест, пьет, разговоры слушает. Смекнула царская дочь, что кто-то ее морочит, да никого не видать. Пошла она к отцу и все рассказала. «Обыскать дворец», – распорядился царь. Закрыли все окна, двери, но так никого и не нашли. Тут одна старая женщина говорит: «Коли есть здесь кто, выведу я его на чистую воду». Вели царь дать мне кукурузных початков да буйволиного навозу. Затем развела женщина на женской половине костер, бросила туда початки и навоз. Густой дым заполнил все помещение, и прав был сказавший: дым делает слепым даже ифрита. Слезы покатились из глаз Хасана и смыли краску с его век, а также магические слова, начертанные дервишем. И все увидели того самого юношу, которого царь накануне приказал бросить в темницу. Стража схватила Хасана, а наутро по городу разнеслась весть: сегодня отрубят голову прекрасному юноше, который осмелился взглянуть на царскую дочь. Тем временем дервиш послал царю записку: «Хасан мой сын, и я хочу женить его на твоей дочери». Разгневался царь и приказал вазиру: «Приведи ко мне этого дерзкого человека». «Слушаю и повинуюсь, о царь времени», — молвил вазир и отправился на постоялый двор. Пришел вазир к дервишу и говорит: «Царь желает видеть тебя». «Выпей сперва со мной чаю», — отвечал ему дервиш, — «тогда и пойдем». Выпили они чаю и двинулись в путь. Идут, идут, вдруг возник перед ними роскошный дворец. «Чей это дворец?» – удивился вазир. «Твой», – ответил дервиш, – «входи в него». Вошел вазир во дворец, а там тихо, прохладно. Стало его в сон клонить, и он говорит: «Я немного вздремну, а ты смотри, не опоздай к царю». «Где ты был, негодный?» – вскричал царь, завидев вазира. «О, царь времени! Проклятый дервиш не желает идти со мной, требует только тебя. Иди и приведи его, не то отрублю тебе голову. Пойдем вместе, только тебе дервиш окажет великое почтение». Подумал царь, да решил пойти. Пришел и говорит: «Пойдем со мной, о дервиш». «Куда?» – спросил его дервиш. «После узнаешь». «Выпей сперва со мной чаю», – отвечал ему дервиш, – «тогда и пойдем». Выпили они чаю, и отправился дервиш вместе с царем и вазиром. Идут они, идут, вдруг видят: стоит золотой дворец, красоты необыкновенной. «Чей это дворец?» – удивился царь. «Что-то прежде я его не видал».
«Твой, о царь времени», — ответил дервиш, — «входи в него». Вошел царь во дворец, а там мраморный бассейн с переливающейся водой. Захотел царь искупаться, скинул одежды, залез в воду и тут же превратился в женщину, а дворец с бассейном пропал. Остался царь в женском обличии один на пустынном речном берегу. Случилось проходить мимо бедуину. «Кто ты?» – спросил бедуин женщину. «Не знаю», – молвил царь. «Ступай за мной», – приказал бедуин. Пришли они к его жилищу, а там сидят 3 бедуиновых жены, да 20 детей. Набросились 3 бедуиновых жены на царя в женском обличье. Одна помыкает, другая шпыняет, третья ругает всяческими словами. В конце концов бросили они ему какие-то объедки, как собаки. Наутро встали и говорят: «Возьми грязное белье и постирай». И сунули ему большую кучу грязного белья. Пришел царь на реку, снял с себя одежды, погрузился в воду, а как вышел из воды, тут же принял свой прежний облик. И тотчас же рядом оказались дервиш и вазир. «Ну как?» – спросил вазир царя. «А теперь ты», – скомандовал царь, – «полезай в воду». Скинул бедный вазир свои одежды, погрузился в воду и тоже превратился в женщину. Сразу же появился бедуин и ну кричать: «Ах ты, дочь 60 собак! Целый день ты стираешь мое белье, и давай охаживать вазира палкой». Прыгнул вазир обратно в воду и предстал перед царем в истинном своем обличье. «О, царь времени!» – взмолился вазир. «Давай отдадим твою дочь замуж за сына почтенного дервиша». В тот же день сыграли во дворце свадьбу, веселились 40 дней и 40 ночей, а на прощание дервиш сказал: «Помнишь ту рыбку, Хасан, которую ты трижды отпускал? Этой рыбкой был я». Сидела однажды ночью на крыше дома женщина. Была она очень печальна и грустна. И все потому, что нет у нее детей. Вдруг среди ясного безоблачного неба раздался оглушительный удар грома и хлынул дождь. Пораженная необычным ярким блеском молнии, женщина вскричала: «О, молния, об одном лишь прошу тебя, подари мне дочь, чтоб я могла хоть немного порадоваться. А потом, когда пожелаешь, можешь забрать ее обратно». Не прошло и месяца, как почувствовала женщина, что понесла. В положенный срок родила она дочь. Прошли годы. Женщина совсем забыла о том, что произошло однажды ночью на крыше ее дома. Девочка выросла и превратилась в прекрасную девушку, перед чарами которой не мог устоять ни один мужчина. И настал день, когда ее посватали. Но в этот счастливый день неожиданно сверкнула молния и упала на землю в образе мужчины. Подошел он к девушке и говорит: «Иди к своей матери и скажи, что пришел некто и просит ее вернуть то, что отдал ей на хранение». Побежала девушка к матери и передала ей слова мужчины. Испугалась мать и говорит дочери: «Если ты встретишь этого мужчину еще раз, и он спросит,
передала ли ты его слова матери? Скажи, что забыла передать». На другой день снова появляется мужчина и спрашивает: «Что ответила твоя мать? Я забыла передать ей твои слова». «Так вот, пойди и скажи ей, что пришел некто и требует вернуть то, что оставил ей на хранение». Пошла девушка к матери и рассказала ей о новой встрече. Испугалась мать, задрожала от страха и просит дочь сказать этому человеку, если он встретит ее еще раз, что она опять забыла передать матери его слова. И в третий раз является мужчина и спрашивает девушку, что ответила мать. И снова она говорит, что забыла передать его слова. Тогда ухватил мужчина палец девушки, намотал на него шерстяную нитку и говорит: «Видишь, я намотал тебе на палец нитку, чтобы ты не забыла о моих словах. Иди скорее и скажи матери, что я пришел и требую вернуть то, что оставил ей на хранение». Побежала девушка к матери и рассказала о встрече. Выслушала ее мать и опустила голову в раздумье и уныние, а потом говорит: «Если ты встретишь этого человека еще раз, скажи ему так: возьми то, что ты оставил на хранение». При новой встрече не стала девушка ждать, когда мужчина спросит ее, а сама поспешила ему сказать: «Мать моя велела передать, ты можешь взять то, что оставил на хранение». Услышал мужчина эти слова, подхватил девушку и взлетел с нею на небо. Там он поместил ее в своем дворце и запер крепко-накрепко на все 7 дверей. И не входил он туда ни днем, ни ночью, и его друзья, луна, солнце и звезды, перестали его видеть. Соскучились они по нему и отправились во дворец узнать, что же случилось. Пришли они и стали упрашивать молнию показать девушку. В конце концов согласился молния исполнить ихнюю просьбу. Поразила всех красота девушки, и ревность овладела их сердцами. Снедаемые этим чувством, отправились они к старшему брату молнии, Грому, и сказали ему так: «Молния отнял дочь у бедной женщины и скрыл ее во дворце от всех. Разве это справедливо?» Призвал Гром младшего брата и повелел ему вернуть девушку матери. Выслушал молния повеление брата и обещал его выполнить. Перед тем, как вернуть девушку на землю, уединился молния в своем дворце и предался горькой печали. Пришли к нему луна, солнце и звезды, и давай его успокаивать. «Не печалься, о молния», — сказала луна. «Каждый из нас одарит девушку чем-нибудь бесценным. Если ты любишь ее, то это и тебя осчастливит». Подарила луна девушке немного своего волшебного света. Солнце одарило ее жемчугом, алмазами, изумрудами и яхонтами, а звезды — душистым и чистым ароматом. Вернул молния девушку на землю, и мать ее возблагодарила Бога. Каждый, кто проходил мимо их дома, чувствовал приятный нежный аромат, подобный тому, какой исходит от сада, полного душистых растений. Еще больше изумились соседи, заметив, что когда девушка смеется, из ее уст падают драгоценные камни.
Но больше всего поразил их яркий свет, который излучала ее красота. Повсюду только и было разговоров, что об этой девушке, и скоро слухи о ней дошли до самого царя. Царь отправил вазира все разузнать и увидеть своими глазами. Вазир вернулся и, пораженный увиденным, сказал царю, что все слухи о девушке – сущая правда. Тогда повелел царь немедленно доставить девушку к нему во дворец и принять ее как его невесту. И решила мать девушки, как велит марокканский обычай, послать вместе с дочерью свою сестру, чтобы та заботилась о ней, и дочь сестры, чтобы та развлекала ее и причесывала ей волосы. Но закралась в сердце коварной тетки ревность. Нет, не племянница, а ее дочь должна жить во дворце и быть не прислужницей и не подружкой жены царя, а его супругой. И замыслила тетка недобрая. Сначала связала она прочной веревкой руки и ноги девушки, а потом вырвала у нее глаза и спрятала их у себя. После этого она засунула девушку в ящик и столкнула в море. Одела тетку свою дочь в новое свадебное платье, украсила ее, натерла благовонными маслами и ввела во дворец, предоставив как невесту, которую велел доставить царь. Царь приветливо встретил свою невесту. Но, увы, не ощутил он аромата чистых и нежных цветов, о котором ему столько говорили. Не увидел он, что изо рта девушки сыпались, когда она говорит, благородные камни, да и лицо ее не поражало необыкновенной красотой. Где же все достоинства, о которых говорят люди, удивился царь. Бывает так, что иногда девушка теряет эти достоинства, отвечала мать. Но проходит время, и они возвращаются с избытком. Будь же терпелив, о повелитель. Тем временем могучие, не знающие пощады морские волны швыряли и швыряли ящик со слепой девушкой, пока не прибили его к берегу, где и нашел его старый рыбак. Открыл он ящик и увидел в нем прекрасную молодую девушку, от которой исходил нежный аромат. Так приятно не мог благоухать даже целый сад, полный цветущих роз. А лицо ее излучало небывало яркий свет, освещающий все вокруг. Но глазницы девушки были пусты, и она стонала от муки и боли. Принялся старый рыбак лечить девушку, и через какое-то время ее глазницы перестали кровоточить, но зрение к ней не вернулось. Отдохнув в гостеприимной хижине старого рыбака, девушка снова стала улыбаться, и всякий раз, когда ее смех наполнял дом, у нее изо рта сыпались на пол один за другим драгоценные камни, алмазы, яхонты, изумруды и жемчуг. Взял рыбак несколько камней, продал их и сразу разбогател. Отдал он хвалу Богу, милостивому и милосердному, за его благодеяние, и стал еще больше любить девушку и заботиться о ней. Девушка смеялась все чаще и чаще, и все чаще и чаще появлялись в доме драгоценные камни.
Все больше и больше богател рыбак. Однажды девушка сказала рыбаку: «Хочу я попросить тебя об одной услуге. Не проси меня, а приказывай. Я исполню все, что ты пожелаешь. Ведь это ты принесла в мой бедный дом достаток и счастье. Благодаря тебе я стал богатым человеком. Ты гурия, спустившаяся ко мне из рая, и аромат, источаемый тобой, тоже оттуда». Девушка весело рассмеялась, и из уст ее посыпались камни. «Прошу тебя, принеси мне корзину с цветами». Рыбак выполнил просьбу, купил большую корзину и наполнил ее самыми нежными и красивыми цветами. Всю ночь девушка не смыкала глаз, сидела, крепко обхватив руками корзину с цветами, и дышала на нее. А утром позвала она рыбака и говорит: «Если ты хочешь довести до конца доброе дело, то...» Рыбак склонился перед девушкой и поцеловал ей руки в знак того, что готов исполнить любое ее желание. «Возьми эту корзину и пойди с нею ко дворцу. Там притворись продавцом цветов и громко кричи, призывая покупателей. Если тебя вдруг окликнет женщина из дворца или сама царица и попросят продать цветы, ты не соглашайся ни за какую цену, даже если предложат тебе все деньги мира, а потребуй за цветы глаза». Рыбак пообещал исполнить все, что велела ему девушка. Взял он корзину с цветами и пошел ко дворцу. Подошел к дворцовой стене и давай кричать, расхваливать свои цветы. Немного погодя, услышал он, что зовет его женский голос. Мать царицы-самозванки почувствовала сильный аромат цветов. Он проникал даже сквозь дворцовые стены. Испугалась и побежала к дочери. «О, доченька, горе нам! Я чувствую аромат, не иначе, как явилась твоя сестра. Идем скорее и узнаем, в чем тут дело». Выбежали женщины из дворца, смотрят, стоит под стеной какой-то продавец цветов и предлагает свой товар. Мать обрадовалась. «Мы спасены, доченька, это всего лишь продавец цветов». Женщины подошли к нему и еще сильнее почувствовали нежный аромат, исходящий от корзины. Казалось, он пропитал весь воздух вокруг. «Да, конечно, это тот самый аромат, который исходил от моей племянницы», — радостно сказала женщина. «Мы купим эти цветы, и царь, глядишь, подумает, что утраченные тобой качества начали возвращаться». Подошли женщины к цветочнику, и мать попросила продать ей цветы. «А чем ты расплатишься со мною?» – спросил продавец. «Я дам тебе хорошую цену», – ответила женщина и назвала довольно большую сумму. Но рыбак спокойно ответил: «Нет, за деньги эти цветы я не продам, могу их обменять только на глаза». Женщина удвоила цену, но рыбак не уступал. Раз за разом набавляла она цену, но продавец стоял на своем. И тут мать говорит: «Хорошо, есть у меня глаза, так и быть, дам я их тебе». Она ушла и скоро принесла припрятанные ею глаза племянницы, отдала их рыбаку
и получила взамен цветы. Возвратился рыбак домой к слепой девушке и отдал ей глаза. Она вставила их в пустые глазницы и тотчас прозрела. Потом, в сопровождении рыбака, девушка вернулась в родной дом. Обрадовалась мать возвращению дочери, а потом все вместе пошли они во дворец. Предстала девушка перед царем, рассказала всю историю с самого начала. Особых доказательств и не требовалось, ибо в ее присутствии ощутил царь чистый и нежный аромат, увидел излучаемой девушкой яркий свет и был поражен ее красотой. А когда она весело рассмеялась, то горящие алмазы, жемчуг, изумруды и яхонты рассыпались по полу. Разгневался царь на свою жену-самозванку и на ее мать, повелел вырыть глубокую яму и разжечь в ней костер, а затем привести вероломных женщин. «Клянусь, ты сама должна их сжечь», — сказал царь красавице. И толкнула девушка свою тетку и ее дочь в охваченную огнем яму. Женился царь на девушке, и родила она ему много сыновей и дочерей, и жили они долго-долго и очень счастливо.